Что мы знаем о Терезе Калькутской, которая больше известна как Мать Тереза? Спросите у любого, и он ответит, что это святая женщина, добрейшей души человек, которая жертвовала собой ради спасения окружающих. Не зря же появилось выражение, подобное «ты словно Мать Тереза», которое применяют к добродушным людям, которые безотказно помогают другим. Но была ли такой Мать Тереза на самом деле? А что если факты, которые мы о ней знаем, сильно приукрашены и искажены в более выгодную для нее сторону? Возможно, у вас возникнет вопрос, зачем это делать и кому это нужно? Я могу на это ответить. Дело в том, что Мать Тереза стала неким брендом при жизни, и до сих пор ее именем прикрываются благотворительные организации, которые не всегда имеют благие намерения. После смерти Терезы всплыли нелицеприятные факты о ее деятельности. В основном они касались фондов и организаций, которые она основала. Миллиарды долларов от благотворителей, которые ушли неизвестно куда. Ужасные условия содержания пожилых людей в так называемых «домах для умирающих». Были и другие подробности жизни Терезы, которые подтверждают, что в этой женщине не было ни капли святости. Об этом я расскажу далее. Настоящее имя Терезы Калькутской – Агнес Годжи. Она родилась 26 августа 1910 года. Росла в довольно обеспеченной семье албанских католиков. Агнес была третьим ребенком. Когда девочке исполнилось 9 лет, не стало ее отца, которого звали Никола. Он был ярым националистом, за что его и убили. Мужчина выступал за очищение любимого города Скопье от славянского народа, а также хотел его присоединения к Албании. Агнес росла очень добродушной девочкой. Она была воплощением милосердия и смирения. Всегда стремилась помогать людям. Окончив гимназию в возрасте 18 лет, Агнес решила стать миссионеркой и отправилась в Индию. Когда девушке исполнился 21 год, она стала членом монашеского ордена под названием «Сестры Лоретто». Слухи о добрых деяниях Агнес постепенно ширились. Изначально ее не воспринимали всерьез. Казалось бы, чем может помочь скромная, хрупкая девушка невысокого роста? Но вскоре все поняли, что они глубоко заблуждались. Агнес обладала удивительным даром убеждения. Народ с упоением слушал ее речи, а богатые люди с радостью принимали участие в благотворительности. Весь мир заговорил об Агнес, когда она заявила, что ей явился Иисус. Якобы он сказал ей, чтобы она посвятила свою жизнь помощи нуждающимся. Но со временем показания женщины поменялись. Она начала говорить, что Иисус является ей регулярно. Говорит напутственные слова, которые она должна передавать людям, и предрекает будущее. Люди верили всему, что говорила Агнес. Вскоре ей отдали храм богини Кали, который находится в Калькутте. Там женщина открыла дом для умирающих. В нем оказывали помощь всем нуждающимся и обездоленным. В основном это были одинокие старики, за которыми некому было ухаживать. Они доживали свои годы в хосписе в окружении монахинь. За свое милосердие Мать Тереза получила Нобелевскую премию в 1979 году за деятельность и помощь страждущему человеку. В 1997 году, за несколько месяцев до своей смерти, она сняла с себя обязанности руководителя Ордена Милосердия. Женщина прожила 87 лет. Ее даже канонизировали в 2016 году по настоянию Папы Римского Франциска. Казалось бы, что не так в истории этой чудесной женщины? Она посвятила свою жизнь людям, которые нуждались в помощи, безотказно всем помогала. Но истинная правда о деяниях матери Терезы открылась только после ее смерти. Миф о вселюбящей женщине стал разрушаться, и виной тому стали люди, которые еще при жизни Терезы не поддерживали ее методы благодетельности. Не для всех она была такой святой, какой хотела казаться. Люди, которые начали открывать правду о Терезе, были свидетелями того, как содержались люди в хосписах, как проходили благотворительные миссии. Началось расследование. Мать Тереза появлялась везде, где нужна была помощь и сострадание, и впоследствии ассоциировалась с этими событиями. Она хорошо играла на публику, могла выглядеть доброй и трогательной, но когда роль была отыграна, женщина становилась злобной и жесткой. Реальной помощи практически не было, если нуждающиеся и получали ее, то не в том объеме, в котором это было нужно. Наибольший скандал был связан с хосписами. Это место должно было стать для людей последним пристанищем, где они бы доживали свои годы, окруженные заботой, теплом и любовью. Но милосердием там и не пахло. Монахини должны были облегчать боль и страдания своих подопечных, но вместо этого люди попадали в настоящий ад. Дом для умирающих больше напоминал концлагерь.
Свидетели рассказывали, что люди содержались в ужасных условиях. Они лежали на полу на грязных матрасах, там был полный беспорядок и антисанитария. Больные не получали необходимые лекарства, даже не было обезболивающих средств, вместо них выдавали аспирин. Даже одноразовых инструментов не было, все использовалось повторно, без дезинфекции. У подопечных часто были вши. Боролись с этой проблемой просто, всех стригли налысо, даже женщин, хотя в Индии это считается позором. В хосписах никогда не было профессиональных медиков, поэтому в случае тяжелого заболевания больным приходилось терпеть. Когда кто-то осмеливался возражать матери Терезе, высказывал свое недовольство, указывая на ужасное содержание людей и обращение с ними, она отвечала, что страдания облагораживают и украшают человека, что только через боль душа очищается и отходит в мир иной, прямо в рай. Иногда дом для умирающих посещали проверяющие. Конечно, они видели весь этот ужас, который творился в его стенах, но каждого, кто осмеливался что-то сказать, затыкали. Нельзя было рушить святой образ матери Терезы. Возможно, вы скажете, что хоспису не хватало инвестирования, ведь он существовал за счет пожертвований. Но нет, денег было достаточно. Все пожертвования отправлялись в благотворительный фонд, который основала Тереза. И денег в нем было более чем достаточно, чтобы обеспечить людей в хосписе всем необходимым, и не только. За спиной Агнес называли «жадной». Когда в ее родном городе Скопье случилось сильное землетрясение, из-за которого пострадало много людей и их домов, Агнес лишь выразила слова сочувствия, подбодрила пострадавших, но материально помогать не стала. За нее это сделала американская благотворительная организация, которую женщина лично благословила на помощь. Аналогичная ситуация произошла в городе Спитак и провинции Латур. Сильное землетрясение унесло много жизней, были разрушены дома, люди отчаянно нуждались в помощи. Мать Тереза не могла пропустить такое событие. Она полетела туда на частном самолете. Общалась с людьми, выражала сочувствие, призывала всех неравнодушных помочь пострадавшим людям, но сама помощь не оказала, хотя могла выделить деньги из фонда. Одна небольшая организация взялась за строительство домов, ее название не афишировали, но почему-то все почести достались благодетельнице Терезе. При проведении расследования деятельности фонда Терезы были выявлены интересные факты. Например, женщина утверждала, что ее орден милосердия организовал благотворительный обед за счет фонда. Якобы они накормили 1000 человек, но на самом деле еду получили от силы 100 человек. Милосердие Терезы было избирательным. Тем, кто не был христианином, не досталось ни крошки. Им отказали в помощи, хотя многие из них практически умирали от голода. Кроме хосписа для стариков и обездоленных, мать Тереза также основала интернат для детей-сирот. Казалось бы, там должны были помогать им находить новые семьи, давать образование и обеспечивать всем необходимым. Поначалу все было хорошо, но однажды всплыли жуткие документы, из которых следовало, что детей из приюта не пристраивают в семьи, а продают. Разгоревшийся скандал каким-то образом удалось замять, и об этой жуткой истории забыли. Шло время. Слава мать Терезы росла так же стремительно, как и банковский счет ее фонда. Ей перечисляли огромные суммы денег. Например, президент Гаити Дювалье пожертвовал фонду $1 миллион, и это при том, что большинство гаитян жили очень бедно. Терезу это совершенно не смутило. Она не предложила помощь бедным, а взяла деньги и поблагодарила власти за то, что они так близки к народу и помогают нуждающимся. Также регулярно счет фонда пополняли крупные бизнесмены и политики, причем суммы были внушительными. Некоторое время проводились проверки фонда на предмет выяснения, откуда и сколько поступает денег, а также на что они расходуются. Внезапно проверки прекратились, а все благодаря Индире Ганди. Эта женщина была известным политиком и стала единственной женщиной премьер-министром Индии. С ней у матери Терезы завязались крепкие дружеские отношения. По мере процветания фонда улучшалась и жизнь самой Терезы, а также приближенных к ней монахинь. Они ездили на дорогих автомобилях, летали бизнес-классом или использовали частный самолет. Как выяснилось позже, на благотворительность фонд Терезы выделял всего 7% от всех поступающих средств, а остальное шло на нужды католической римской церкви, в Банк Ватикана и на личные нужды Терезы и ее миссионерской организации. Приблизительно за время своей деятельности женщина заработала, если можно так выразиться, около $5 миллиардов. Что касается личности матери Терезы, то она была не только алчной злобной теткой, а и двуличной. Она, так сказать, умела переобуться в нужный момент. Например, она была ярым противником абортов, но когда Индира Ганди затеяла принудительную стерилизацию бедного населения Индии, то Тереза с радостью ее поддержала. Также женщина была против разводов, она говорила, что один брак должен быть на всю жизнь.
Но когда принцесса Диана решила развестись с Чарльзом, Тереза одобрила ее решение. Сказала, что так бывает, любовь проходит. Став пожилой дамой, у Терезы начали возникать проблемы со здоровьем. Но почему-то она не отправилась в свой хоспис, а предпочла лечиться у профессиональных докторов в Италии и США. Однажды ей пришлось пережить операцию, процедуру проводили под наркозом. Странно, а как же очищение души через страдания? При жизни мать Тереза прославилась не только своими благими деяниями, а и чудесами. Якобы она умела исцелять людей, именно поэтому ее канонизировали. После смерти Терезы практически все чудесные исцеления были развенчаны. Как оказалось, либо больным людям был неправильно поставлен диагноз, либо им помогали врачи. Как в случае с женщиной, у которой была опухоль, а мать Тереза излечила ее, приложив свой медальон. На самом деле это была не опухоль, а киста, которую удалили врачи. Один чудесный случай так и не смогли развенчать. Это было исцеление от рака мозга. Несмотря на то, что мать Тереза давно покинула этот грешный мир, ее дело продолжает жить. До сих пор работает фонд и многочисленные организации, которые она основала. Недавно прогремел очередной скандал, связанный с детским приютом. Это побудило правоохранительные органы более детально расследовать деятельность детского дома. Возможно, вскоре мы узнаем что-то новенькое о жизни и деятельности матери Терезы.